Меня зовут Саня, и сэкономлю вам время и убью себе смартфон. Если вот эта штука вас не интересует, вот эти вот мигания, для многих абсолютно бесполезные, то по большому счету этот смартфон вам не нужен. И функцию он свою у вас выполнять не будет. А единственная его функция — это либо кого-то отпугивать, либо кого-то привлекать, либо третий момент — радовать. Без этих огоньков бессмысленная трата денег. Теперь смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о самом ожидаемом, я не побоюсь этой фразы, субфлагмане 2023 года. Да, в 2022 году Nothing Phone 1 был просто бомбой для всего интернета. Народ раскупал его по полной программе. Всех радовала эта штука с его мерцанием. И по большому счету для большинства вот это вот самое важное. Ну, по большому счету, ты за это переплачиваешь, и за то, что он прозрачный. Если говорить о его каких-то плюсах здесь LTPO экран, то есть у нас плавающая герцовка до 120 Гц, довольно приличная яркость, они 1600 нит на пике обещают у нас, хотя тут чуть-чуть меньше и в автояркости тоже. Здесь у нас субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1+, и вроде бы здесь все хорошо, и оптостаб здесь для основного модуля, и 4К 60 FPS он классно снимает. С другой стороны, здесь довольно большие рамки, по мне он довольно скользкий, и недостатков здесь тоже хватило. На лайв-канале у меня уже 2 обзора, посвященные данному смарту. Я всегда, если мне смарт нравится, хожу с ним в течение 10 минут, это первый обзор, и рассказываю о нем все, что узнал при тестировании. И второй обзор — это запись игрового теста на Твиче. Вот это дело вывозит все. Что съемка великолепная в течение 13 минут была одним кадром, что игра. Но это с одной стороны. С другой стороны, у него, еще раз повторяюсь, очень много подводных камней, и об них вы узнаете в ролике. Один из них — это вот на второй день я уже его долбанул, потому что подумал, что, ну, если в рекламе, что он не выпадает из рук без чехла, то так и должно быть. Нет, он более скользкий, чем первая версия, я про это раз 10 вам скажу, но это лирика. Не лирика, это тесты и все остальное. Смотрим. Распаковка. Поставляется новинка от Nothing в интересно оформленной упаковке из плотного картона, в принципе, как и первая версия. На ней есть название и краткие характеристики модели. Пакинг отличный, но комплект поставки ультра скромный. Плюс, если вы его вскроете, понятно будет 10 тысяч раз, что вы его вскрыли, потому что когда ты вскрываешь подобную коробку, следы остаются еще какие. Что внутри? Смартфон, отличный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, довольно интересненький, прозрачный. Краткое руководство, интересно оформленный ключ для извлечения слота по 2 нано-сим-карты, при том, что поддержки eSIM здесь нет, к слову. На этом комплектация закончилась. Чехла и зарядки здесь нет, но защитная пленка на смартфоне, это уже хорошо. Хоть где-то не сэкономили. Вес смартфона 201 грамм, а габариты 162 на 76 на 9 миллиметров. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Перейдем же к смартфону. Приобрести Nothing Phone 2 можно в черной и белой расцветке. От прошлой версии Nothing Phone 1 новинка мало чем отличается. Опять же, по моему субъективному мнению. Вам будут рассказывать про диоды, про то, что он удобнее лежит в руке. Но это один из 50 последних смартфонов, которые я тестировал, который у меня выпал из руки, потому что он слишком скользкий из-за этих закругленных краев. Лично для меня. У вас, возможно, будет все хорошо. Качество сборки на высшем уровне. Тыльная часть же выполнена из стекла Corning Gorilla Pilot Glass 5, а рамка из алюминия. Материалы качественные и тактильно приятные. Смартфон имеет защиту от брызг, воды и пыли класса IP54, что хорошо, но топить я его, разумеется, не собираюсь. С этим классом защиты его топить нельзя. Одной рукой пользоваться им затруднительно, но возможно. Новинка стала слегка больше в габаритах, чем прошлая модель, а также на несколько граммов тяжелее. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что минус. 3 микрофона, динамики, один основной, один разговорный, звучание здесь стерео, но, как вы уже поняли, не полноценная, а полуторка. Несмотря на это, качество звука довольно хорошее. Кастомного эквалайзера и предустановок звучания в стоке нет, за что отдельный минус. Вибромотор мощный, не топорный, не настраиваемый. Как и в прошлой модели, из интересного есть рингтоны, которые сопровождаются приятной тактильной отдачей и глиф-подсветкой. Что касается интерфейса глиф, разумеется, добавились режимы и сценарии. Как по мне, данная особенность хорошо реализована и достойна
достойно внимания. Хоть и у игровых смартфонов можно уже встретить дисплеи на тыльной части с различными анимациями, и здесь можно еще поспорить, что круче выглядит. Летим дальше. Смартфон оснащен LTPO OLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, матрица экрана абсолютно плоская, рамки не громадные. HDR10+, на борту, глубина цвета 10 бит, контрастность 1 миллион к 1. Плотность пикселей 394 ppi, ультра скромная, вам скажу, для флагмана, если не сказать неприлично скромно. Яркость 1000 нит, а пиковая яркость 1600 нит в режиме HDR. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает, в солнечный день пользоваться смартфоном можно, но не особо комфортно, потому что максимальная яркость здесь не такая космическая, ниже, чем у Poco F5 Pro. И здесь она абсолютно неравномерна, плюс даже если ты не в автояркости, а включаешь на максимальную яркость экрана, яркость может прыгать вплоть до 10% вверх-вниз. Не только относительно разных участков экрана, но и вообще по времени. Я не знаю, как это здесь происходит, но вот так. Может быть, с новой прошивкой будет по-другому. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Адаптивная частота обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц. Тач на 240 Гц. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и результат неплохой. Мультитач на 10 касаний на борту довольно шустрый. Какой шим вы видите сами, но выше 20% он не поднимается, это хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лиц. Благодаря Ace 2 от OnePlus мы знаем теперь, что у них сканер отпечатков пальцев расположен экономно. Как нам рассказали бибикеевцы, что чем выше отпечаток пальца расположен в смартфоне, тем дороже стоимость этой технологии. То есть, проще говоря, они сэкономили в 4 раза от того, что сканер находится внизу. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, промахи иногда проскальзывают, и топовым я его не назову, но он неплохой. Распознавание лиц срабатывает даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, что очень даже хорошо, молодцы. Внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, не последний. С техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами вообще можно сказать, что это субфлагманский процессор. Максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 730, интерфейс Nothing OS версии 2.0 на базе Android 13 версии. Интерфейс доступен, разумеется, на русском языке. Перевод корректный, но кое-где случаются промахи из разряда перенос слов не такой или еще что-то. Но это все нормально. Почему? Потому что так у всех. Сильно в глаза не бросается, это не третий эшелон. Система работает неплохо, но у меня встречались подвисания, притом лютые, которых я давным-давно не встречал на других смартфонах. Повторяюсь, в моей телеге я это дело скидывал, притом не все. Понятно, что телефон сырой, но такого быть все равно даже в сырых телефонах не должно. Выглядит интерфейс в минималистичном стиле интересно, но иконки не стилизованы под его родную оболочку Nothing. Можно сказать, что они ни при чем. С другой стороны, они должны были об этом подумать, и то, что они выгрузили смартфон довольно слабо оптимизированный под свой стиль, если ты что-то загружаешь, и у тебя уже не стиль Nothing, они, в общем, не могли перерисовать, а производители им не дали. Их можно 10 тысяч раз оправдывать, но зачем тогда делать, если ты не допиливаешь, правильно? Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, все это не последнее, как вы понимаете, что память, что Wi-Fi. Поддержка 5G сетей, для 4G сетей есть 7 и 20 бенд, что хорошо. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора качественное. Микрофоны и датчик приближения не подводили. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением о начале записи. Bluetooth версии 5.3, смартфон также оснащен модулем NFC, можно установить MirPay и спокойно оплачивать покупки NFC модулем. GPS двухдиапазонный, L1 плюс L5 от GPS GLONASS BDS, Galileo QZSS, Navic и SBAS. GPS-тест в городских условиях показывает стандартную точность 3 метра. Емкость аккумулятора 4700 мАч, в PC-марке устройство выдало бодрые 10 часов 31 минуту, но это не удивительно, учитывая, что я выставляю максимальную яркость. Но герцовку смартфон все равно подбирает, по сути, так же, как и яркость, хотя он не в автояркости. В целом, молодец. За час игр с одновременным стримингом на Твиче улетает стандартные 24%. К слову, вы можете посмотреть FPS у PUBG ого-го как падало. Это уже другая история, не игровой смарт. Яркость сбрасывает незначительно, он ко всему, яркость восстанавливается быстро. Из датчиков на борту с уже перечисленными ранее есть встроенный датчик отпечатков пальцев, датчики внешней освещенности с фронта и тыла, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик приближения и сенсорное ядро. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест он проходит нерадужно. 264 гипса минимально, максимум 415 и в среднем 358 гипсов на 100 потоках при 60 минутах, что для такого процессора ультра плохо по реализации. Что он выдает в Geekbench, в 3D Mark вы видите, но про 3D Mark я хочу
отметить два момента. Первое. Он проходил все тесты вне холодильника, то есть никуда его не запихивал при обычной комнатной температуре. И второй момент. В некоторых тестах он показывал очень-очень слабую стабильность, в районе 76%, и это плохо. Storage тест сколько показал, сколько он выбил в Antutu, вы видите, 1 миллион 52 тысячи баллов. В те же деньги, даже дешевле, Xiaomi 13 выбивает 1,5 миллиона. И кто говорит, что это все не важно, поверьте мне, это важно, начиная с обработки видео и фото и заканчивая возможностью в играх. Плюс запас, потому что, повторяюсь, флагманом этот смартфон очень сложно назвать, это скорее субфлагман. Притом суб-суб, потому что Xiaomi 13 тоже не был флагманом. А с ним сравниваю я все, потому что у этого дела была защита от влаги, классный экран и просто космически он проходил все тесты. Основной блок камер здесь в тыльной части состоит из двух сенсоров, LED-вспышки и направленного микрофона. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с оптостабом и цифровой стабилизацией апертуры f1.88. Далее есть сверхширик Samsung GN1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 114 градусов, апертурой 2.2, EIS стабилизацией и макросъемкой с фокусным расстоянием в 4 см. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор Sony IMX615 на 32 мегапикселя с цифровой стабилизацией находится в небольшом вырезе верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение у него для съемки видео 1080p 60 FPS. В стоке у смартфона достаточно большое количество вспомогательных функций, но меньше, чем у его конкурентов из любых других брендов. Но с другой стороны, может, оно и хорошо, такой минимализм. Основной фронтальные сенсоры обновили, а вот сверхширик нет. Из интересного в стоке есть HDR-режим, захват движения, ночной режим, портретный режим, фильтры обнаружения сцен, живые фото и не только. Короткие примеры и сравнение с iPhone 13 Pro Max вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, и это iPhone 13 Pro Max против Nothing Phone второго. Почему такая странная штука? Потому что, ну согласитесь, стоимость плюс-минус уже одинаковая. На iPhone можно переходить на ультраширик. Было бы, если бы они задумались о том, что нужно программно делать как на Samsung. А, к сожалению, нельзя. То есть смотрим, допустим, увеличение X2 на iPhone X3. И вот так X2 одинаковая. Урбанистический вид. Ну, разумеется. Кстати, я вам скажу, что может быть даже по цветам сейчас Nothing больше угадывает, чем яблоко. Надо будет еще смотреть. Хорошо, вот так X1. И немного фронталки дневной, сравнение Nothing Phone и iPhone 13 Pro Max. Немного съемки в лифте, фронталка у iPhone 13 Pro Max 4К 60 FPS, у Nothing Phone 1080p 60 FPS, разница огромная. И еще немного сравнения видео в 4К 60 FPS. Яблоко против Nothing. Как мне говорят у тебя в ролике, по 200 раз разрешение. Потому что в разном разрешении снимаю. 1080p 60 FPS. Здесь можно уже переходить на основной модуль и на ультраширике с обоих устройств. Продолжение банкета в 4К. И вот сейчас вы видите, как это дело может снимать ночью в довольно противных условиях. Да, на 13 Pro Max у меня уже 2 года никак не может созреть обзор. Вот сейчас 15 выйдет, как раз сделан на 13 Pro Max, 14 Pro Max, на который тоже не делал, и на 15 Pro Max. И вот такая разница у нас в съемке. Не скажу, что прям колоссальная, но большая. Понятно, кто выигрывает слегка. А стоимость плюс-минус. И 13 Pro Max у меня ушатан вообще капитально, как вы понимаете, за 2 года, учитывая, что у меня каждый день обзора, а подсъем идет на яблочки. День, 4К 60 FPS, яркое солнце бьет в линзу, и вот так в движении вы сможете снимать пейзажи на Nothing Phone или на 13 Pro Max. Как работает стаб, все остальное оценивайте сами. По мне, учитывая условия, что рассеянный свет, и это прям ужасно для зрения, вообще ничего не видно, приходится щуриться. Смартфоны оба молодцы. Так, ну начнем с самого интересного. А самое интересное, это, разумеется, всегда портреты. И что мы сейчас видим? Вот здесь мы видим с левой стороны великий и ужасный iPhone, никаких информаций, но хейк разрешение мы понимаем, что такое.
Если говорить о Нафине, то здесь апертура была 2.5 ISO 50. И насколько хорошо кто что сделал, вы сейчас можете увидеть. Если говорить о детализации, допустим, того же лица, то здесь, по мне, однозначно был лучше iPhone. Видите, больше черных точек, лучше глаза прорисованы. Если говорить о волосах, Нафин сделал акцент на волосы. И с одной стороны вроде бы выигрывает в этом случае. Но я так не считаю. Почему? Потому что во всем остальном, именно по лицу, он проиграл. Хотя нет, вот посмотрите, допустим, тоже ухо лучше, но граница лица слева, допустим, здесь зеркалка у нас, зеркальное отражение, лучше у Нафина. То есть, если не брать в расчет точки и морщины, которых больше у нас видно на айфоне, все равно чуть-чуть больше, то Нафин по портрету официально на просто скорую руку выигрывает по полной. Посмотрите, даже на задний план у Нафина все намного лучше. Вот такие вот дела, кто бы мог подумать, да? Теперь немного пейзажной красоты. Здесь у нас справа, наоборот, iPhone. Хейк без информации для фотошопа. И самое главное, Нафин фон с информацией ISO 50 под самый минимум, апертура 1.9, что странно, но ладно. Смотрим по детализации объектов. И здесь я вам скажу, что Нафин, по мне, может быть где-то слегка резче, но сказать, что он проигрывает, я не скажу. Хотя, опять же, iPhone это не про фото, и очередной раз все это дело доказывает Нафин фон. Не являясь суперкамерафоном, хотя бы по той причине, что сегодня немного времени прошло с момента его реализации, а как мы знаем все, даже суперфлагманские смарты с самого начала супер классно не снимают. Здесь у нас намного, по мне, в каких-то моментах все четче, чем у айфона. Вот здесь, видите, как рисованное у Нафина. Вот они, алгоритмы. У Яблока, по мне, чуть-чуть, но лучше. Вот на это окно можно посмотреть. Здесь затемнение. И антенна выглядит больше вот так. Прозрачная. Хотя, снова, если не стараться топить один или другой смартфон, и тот и другой смарт справился очень даже хорошо, но Яблоко чуть-чуть ближе по цветам. Нафин выкрутил контраст, прям конкретно. Ну, опять же, кому-то больше понравится такая фотография. Напоминаю, что все исходники можете скачать у меня в моей личной телеге и дальше рассматривать на своих откалиброванных мониторах. А вот позади здания, смотрите, у кого лучше получилось. Во-первых, кому это надо, а во-вторых, лучше получилось у Нафина, если смотреть на вот это здание рядом. То есть деталей больше у Нафин фона. С облаками перекрутил, конечно, контраст Нафин фон, притом конкретно. Вот он, стиль «Я у мамы дурачок», но все для контента. Особо не подумаешь, пока в лифте в скоростном едешь, как ты должен выглядеть для фото. Видите, я пытался носить Нафин фон в чехле. Здесь у нас прекрасно видно, что iPhone слева, Нафин фон справа. Основной модуль однозначно, по мне, Нафин фон прям выигрывает по фотографии и по общему ощущению от фотографии. Но если говорить про лицо, смотрите, сколько шумов на Нафин фоне. Вот только попытаешься похвалить, и получается какая-то беда. Беда бедой. Апертура 1.9, а ISO 1147 на Нафин фоне. При том, что смотрите, какие ненатуральные получились руки. То есть он все сгладил. У Яблока много шумов. А Нафин фон просто сделал за счет ИИ блямбу, и все у него переливаться стало. Хотя пуговица лучше, допустим, на Нафин фоне получилось. В общем, в целом они могут посоперничать, но я бы выбрал фотографию в шумах. Потому что с ней можно что-то сделать. Потому что здесь, ну, это, можно сказать, просто рисованная штука. Достаточно на руки посмотреть. И все. Ну, а теперь мы сравниваем ультраширик. Почему? Потому что телевика-то у нас нету, а ультраширик у нас есть. Вот посмотрите по детальности
насколько яблоко лучше, и в принципе на этом можно заканчивать банкет. Да, он где-то что-то с чем-то дорисовал. Самое главное, вот этот объект самый сложный на яблоке лучше. Хотя, опять же, вот вдали сети рыболовные лучше получились чуть-чуть на финфоне, но это по вашему мнению, а реальные они еле видны, и они вот так выглядят. Видите, какая магия? Без человека, который фотографировал или снимал видео, по большому счету оценивать его довольно сложно. Но в сравнении можете всегда, еще раз повторяю, скачать, посмотреть на эти черепицы, которые здесь тоже выкручены прям конкретно. Все намного скромнее по контрасту. И все, и в целом можно в окна попытаться позаглядывать еще, что где кто вытянул. Но тут и так ясно. Вот он балкон, и деталей больше видно на яблоке. И вот еще и ночная работа со светом. Здесь, если посмотреть внимательно, смотрите, вот у нас на Афинфон апертура 1.9 ISO 1514. Очень-очень неприятный объект для съемки. Вот эта вот неоновая вывеска. И справился, по мне, лучше все-таки на Финфон. И та же история с ультрашириком. По правую сторону у нас яблоко, по левую сторону у нас на Финфон. А если говорить ультраширики, то, наверное, они имеют паритет. То есть я не считаю, что один из этих смартфонов снял что-то лучше, что-то хуже. Можно попытаться поискать участки, где фокусировался один и был расфокус у другого. Допустим, человек в шумах слева на Финфоне, в таких же шумах на айфоне, но на айфоне даже вообще все сливается. Но чтобы вы не говорили, что я пытаюсь его как-то приулучшить или ухудшить, вот он ультраширик, все растянуто и довольно плохая работа со светом. Прям нехорошая в этом сценарии. И здесь то же самое. Ночное фото, вытянуто все по максимуму, максимально выкручена экспозиция и контрастность просто космос. Работа со светом не лучшая из тех смартфонов, что я видел. Но если вы сделаете вот так, фотография очень даже приятная и ничего дорабатывать не хочется. Понятно, что у тебя здесь темное пятно, но с другой стороны, большинство смартфонов здесь ничего и не вытянули бы. Неважно, роувский формат был или еще что-то. Здесь все ночь. Притом, если вы будете снимать, допустим, те же предметы, даже при недостаточном освещении на основной модуль, все будет более чем неплохо. И я не знаю, смысл оценивать фотографии, когда смартфоны дороже 25 тысяч рублей, вот в таком сценарии будут фотографировать плюс-минус отлично все. И вот эта портретная съемка, опять же, разумеется, все были в движении. Посмотрите, смартфон, в принципе, все лица, что он ловил, он поймал и показал вам. ISO 151, апертура 1.9. То есть смарт справился. И закончить анализ фото я хочу вот таким портретом навскидку. Украшалки все отключены, но вот так, если вы захотите себя просто поднять на улице в лучах заходящего солнца и сфотографировать, у вас получится. То есть у вас будут, скорее всего, волосы слегка заблюрены. Хорошо отфотошоплено лицо, что вы себе будете нравиться, но мало это будет относиться к реальности. И в целом даже структуру рубашки неплохо он передал. Мне нравится, как он сфотографировал. Много хороших фотографий у меня, еще раз, в личной телеге. Скачивайте, если вам интересно. Фоткает смартфон хорошо. И я уверен, что будет фотографировать он еще лучше. А в правильных руках и еще и на интересных объектах он будет показывать себя прямо вау. Но 4К 60 FPS на Афинфон 2. И, к сожалению, на ультраширик не перейти, потому что он 4К 60 FPS здесь не поддерживает. Насколько хорошо снимает ночью, вы сейчас видите. Но опять же, в 4К обычно хуже все снимают. Сейчас попробуем в 4К 30 FPS. Не в 60, в 60 хуже. Вот, ощущаете разницу? Это 4К 30 FPS. Здесь уже можно переходить на ультраширик, который эти 4К 30 FPS поддерживает. X1 обычный модуль и X2. Вот так вы сможете снимать ночные пейзажи. Давайте-ка по максимуму проверим ночью бесполезный зум. Он не такой бесполезный, кстати. Видны огоньки. Невооруженным взглядом, разумеется, лучше их можно и посчитать, и увидеть. Но для смарта очень даже неплохо. Удобное переключение. Помним, 30 FPS это ночной вариант. Основная камера. И фронталка, ночь. Вот так вы сможете себя снимать без
дополнительного освещения, так с дополнительным освещением. Шума много, но надо смотреть на компьютере потом. Фронталка 1080p 60 fps, роллинг шаттера я не вижу, и вот так вы сможете в стандартной моей локации, которую уже, наверное, год мучаю, видеть, как может справляться смартфон. 1080p такое себе, конечно, еще и ночью. Здесь у нас ночь 4К 60 fps, разумеется, смысла тестировать в данном режиме нет, потому что освещения не хватает. Если сделать X2, все плохо, и все плохо еще и со светом. Я пока не знаю, с чем я буду сравнивать, но скорее всего это будет яблоко какое-нибудь бюджетное. 4К 30 fps, ультраширик, и уже на ультраширик более-менее это приятно выглядит, хотя нет, неприятно, ладно. На основную камеру 4К 30 fps тоже не особо приятно выглядит. Ну и стандартная локация такая себе. Не худший вариант, но ладно. Во всяком случае, при необходимости смарт, смотрите, в X2 практически все и вытягивает, что надо. 1080p 60 fps, немного ультраширика. Заодно увидим, насколько лучше стаб у него на ультраширике. Основная камера, ультраширик. Микро, кстати, работают не так и плохо, но все равно не очень хорошо. В Твиче вообще ужасно работали микрофоны. Фронталка максимум 1080p 60 fps, каждый раз об этом напоминаю. Ребенок пробежал. И есть отслеживание лица, довольно неплохо отрабатывает, кстати. 4К 60 fps, всем фудблогерам посвящается. Вот так вы сможете снимать даже при недостаточном освещении свою еду. Хотя блогинг это уже не уже, а всегда для души. Вот так в X2. 4К 60 fps, много всяких кружечек, чашечек, кофе. 4К 60 fps, и так вы сможете снимать где-нибудь на рынке, где у вас еще будет развлекать кто-нибудь танцами, песнями и плясками. Вот так. Если снимаешь 4К 30 fps с основного модуля, можно переходить на ультраширика и назад, как и в Samsung A54. Торговый центр, ночь, и вот так все выглядит, когда здесь никого практически нет. 4К 60 fps, немного в движении видео, совсем чуть-чуть ночью. Может быть еще будет потом, но пока вот так. Вот так примерно будет ваш смартфон снимать 4К 60 fps, если вы будете кататься на байке. Так делать не стоит, нужно думать о безопасности, 2 руки на руле, но когда 20 км в час едешь, как люди ходят, то-то. Я думаю, что можно немного протестировать. Главное, чтобы меня сейчас не сбили. Потом проверим чуть-чуть фронталки, и все будет в огне. Вот так примерно сможете снимать. Лучше так не снимать, конечно. Вы увидите и стабилизацию, и ночную съемку сразу. И немного фронталки также в ночном движении, ночью в движении. Вот так можете себя снимать при недостаточном освещении, если будете снимать. Камеру лучше, конечно, не смотреть. А микрофоны, еще раз повторяюсь, не лучшим образом по мне у Nothing работают. Хотя все относительно, как говорится. И кому-то, может быть, это дело зайдет, кому-то нет. По мне микро не очень, флеша нету тут, и что он там записывает, я, если честно, не знаю, но подозреваю, что что-то нехорошее, потому что уж очень темный экран. Почему-то нет подсветки самому экрану. Так, зато с освещением неплохо.
Минусы — это скромный комплект поставки, внешне смартфон особо не отличается от прошлой модели, нет возможности подключить eSIM, неполноценное стерео, недопилено ПО, прям капитально. Я еще раз повторяюсь про значки, еще раз повторяюсь про прыжки яркости. Очень много маленьких моментов говорят о том, что им есть куда работать. Я надеюсь, что они допилят это дело. Просто Nothing Phone 1 был в 10 тысяч раз более сырой. Логично, что кто-то вам говорит, что он с ним проходил там полгода, но посмотрите, как Авито завалено этими смартфонами, и сделайте выводы. А вывод простой, когда, допустим, вот я блогер, у меня этих смартфонов 6. Я могу вам говорить, что я с каждым хожу по полгода. Допустим, с айфоном 2 года 13 Pro Max. Но по факту у меня еще параллельно 4-5 смартфонов. Если бы я отдельно использовал Nothing Phone 2 или Nothing Phone 1, не имея других смартфонов, я бы его долго не использовал точно, максимум недельки 2. То же самое касается, допустим, тех же пикселей, хотя кому-то они нравятся, и даже из очень крупных блогеров, и я верю, что они с ними ходят. Но опять же, не только с ними. Здесь у нас неполноценное стерео, нет телевика, нет мини-джека и нет ИК-порта. Как-то все нерадужно получается, да, особенно когда вы посмотрите цену по ссылке в описании к видео, улыбнетесь, вздохнете, подпишитесь на мой телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, за что я скажу вам огромное спасибо. Не забудьте посмотреть на лайв-канале 2 пруфа, это одним кадром я снимал 13 минут на этот смартфон, рассказывая о нем, и второй тест в играх. Так вот, с 13 минутами я вам скажу, что смарт справился прям волшебно. Если еще родовские микрофоны к нему подцепить, будет просто супер. И отдельный огромный минус у него — это качество микрофона. Он, записывая аудио, записывает его очень тихо. Да, он неплохо давит шумы, но чувствительность у него очень слабая. Притом в настройках вы никак ее не поменяете, только в каких-то программах отдельных. Ну и вот они, идеальные условия для съемки. Резюмирую я, разумеется, на сам Nothing Phone 2 в 4К 60 FPS, никакого мейкапа, но помимо этого у меня великолепное здесь освещение. Вначале вы видели на Sony FX3 стандартный вход, сейчас я пишу на Nothing Phone 2. Что я могу о нем сказать? Довольно просто, элементарно, он своих денег, разумеется, не стоит, как и не стоил Nothing Phone 1. И эта история, как говорят, что сейчас BBK повторяет путь OnePlus, когда топ за свои деньги. Здесь топ за свои деньги только наличие диодов, потому что никто это дело не повторял, и вполне возможно не повторяли как раз по той причине, что фокус-группы, которые должны эти покупать штуки, они не в таких объемах. Я очень часто повторяю, что Nothing Phone 1, когда я делал обзор, я вам говорил, что он сырой, его не допилят, его будет море на Авито. Почему его море на Авито люди покупают и разочаровываются? Вот сейчас можете открыть и увидеть там просто море этих смартфонов. То же самое будет с Nothing Phone 2. Почему? Потому что мы как сороки летим на что-то, что блестит, что мигает. А по большому счету в эти деньги можно купить такое количество классных устройств, что просто диву даешься. Если говорить, допустим, хорошо, они сбросят ценник. Но никуда не исчезнут те же Vivo X90 Pro+, Oppo Find X6 Pro, никуда не исчезнут Samsung S23, никуда не исчезнет Xiaomi 13, и все они будут стоить дешевле. Теперь вопрос дня. Зачем вам этот смартфон? Понятно, что я могу сейчас вам еще раз накинуть про недостатки, про то, что никакие-то иконки он не показывает, что-то у него с вибро, у меня подлагивало и подвисало программы так, что ничего никогда так не подвисало. Но с другой стороны, мы покупаем вещи, потому что они нам нравятся. Сколько брендовых вещей люди на себе носят, которые по себестоимости в 100 раз ниже, чем они должны стоить. Это дело про красоту. Насколько качественный данный продукт, если вы будете покупать его про красоту и про именно ПО, и про прямые грани, он качественный. Могу ли я его советовать вне зависимости от ценника? Легко. То есть по сравнению с Nothing Phone 1 с его глюками и всем остальным, это волшебная штука. Да, здесь медленная зарядка, повторяюсь, нет телевика, нет защиты от влаги, не топовый процессор, не топовые данные по стабильности процессора. Но все мои мини-тесты в относительно реальных сценариях для меня использования, это дело прошло. Если он удовлетворяет вашим потребностям, то искать, где его можно приобрести на дешевле, довольно просто подешевле. Внешне он мне нравится настолько, что, наверное, и я бы им пользовался, если бы был телевик. С автофокусом его более-менее все в порядке, и он необычен. Повторяюсь, никто не смог его повторить. В первую очередь про внешность. Но кто бы что ни говорил, мы очень сильно по этому поводу и заморачиваемся. И поэтому рассказываем, что вот здесь у нас металлическая рамка, хотя мы в чехлы большинство запихиваем смартфоны. Здесь у нас, допустим, защитной пленки нет, хотя по идее лучше носить и беззащитные пленки все смартфоны.
И то, что я говорю, Samsung не выкатывают защитные пленки, так вы же покупаете для того, чтобы с основным местом смартфона, это экраном, взаимодействовать осмысленно и с радостью. Для этого вам ни защитная пленка, ни стекло защитное не нужно. Для примера, что на iPhone 13 Pro Max, что на 14 Pro Max у меня защитной пленки никогда и не было. Ну, я не для этого смарты покупаю, чтобы потом их перепродавать. Опять же, ты от того, что будешь перепродавать, если через года 3 особо не потеряешь, что у тебя поцарапанный экран, там все равно ценник будет очень-очень низкий. Девайсу от меня однозначное да. Надеюсь, вам понравился такой подход и сравнение с 13 Pro Max. Напишите, что по вашему мнению лучше. Добра и удачи вам, дорогие друзья.